конкурентоспособности экономики России. Тема нашего сегодняшнего заседания важна. Она называется «Кадры для промышленности. Подготовка к новой индустриализации. Проблемы решения». Первым слово, как обычно, предоставляю Курочкину Дмитрию Николаевичу. Сейчас у нас девочки приготовили профайлы. Перед каждым выступающим будет пара слов о нем и его достижениях. Такая информация. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Рад приветствовать вас всех, кто нашел в себе мужество прийти в столь непростые времена, когда все болеют, сидят по домам. Вы пришли сюда, в Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. И не в последнюю очередь потому, что это место обсуждения очень важной, действительно, одной из наиболее острых сегодня проблем для нашей экономики, связанных с подготовкой кадров, подготовкой специалистов по рабочим специальностям. По мнению многих предпринимателей, эта проблема часто выходит на первый план. Я хотел бы, пользуясь случаем, напомнить, что в марте прошлого года была одобрена Национальным советом при президенте Российской Федерации профессиональной квалификации стратегия развития национальной системы квалификации Российской Федерации на период до 2030 года, которая, собственно, и определяет цели, приоритеты и направления государственной политики, которая направлена на формирование и укрепление кадрового потенциала. Целью развития такой национальной системы является формирование современного гибкого механизма кадрового обеспечения, решения приоритетных задач научно-технологического и социально-экономического развития. Сегодня, я думаю, мы заслушаем, насколько она сформирована, как она работает и как это все выглядит на практике. Что касается системы торгово-промышленных палат, то должен сказать, что мы традиционно уделяем приоритетное внимание вопросам кадровой обеспеченности национальной экономики, подготовки предложений экспертного сообщества по наиболее актуальным направлениям формирования и развития кадрового потенциала нашей страны в целом. Должен вам сказать, что у нас очень активно работает фонд развития профессиональных квалификаций, созданный как раз в целях содействия реализации национальной системы квалификации, о которой я только что сказал. Фонд развития профессиональных квалификаций является своего рода экспертно-методическим центром обеспечения деятельности нашего же Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности. Таково его полное название. В целом, система торгово-промышленных палат России, которая на сегодняшний день насчитывает свыше 170 палат практически по всем регионам нашей страны, очень активно участвует во всех программах и мероприятиях, связанных с совершенствованием профессионального мастерства, в том числе и международного масштаба. Вы знаете, что WorldSkills стал достаточно авторитетным мероприятием, в котором наши молодые люди уже добились очень внушительных успехов. Мы активно участвовали, в частности, в подготовке и проведении 45-го мирового чемпионата WorldSkills, который проходил в Казани в 2019 году. И многие наши региональные палаты являются, соответственно, организаторами региональных чемпионатов WorldSkills России. Важным направлением содействия развития кадрового потенциала страны мы также видим выстраивание в системном взаимодействии с университетами и научными центрами. В частности, 2 месяца назад, в ноябре 2021 года, мы подписали соглашение с Донским государственным техническим университетом, которое предусматривает целый ряд направлений взаимодействия, в том числе подготовку кадров. И хотел бы подчеркнуть, что эта программа распространяется не на один регион Ростовской области, а сразу на 6
регионов юга России. И, кстати говоря, там есть ряд направлений взаимодействия, которые включают развитие кадрового потенциала в области сельхозмашиностроения, отдельной строкой. Должен вам сказать, что на прошедшем 3 февраля совещании с торгово-промышленными палатами, комитетами, советами, отраслевыми союзами и ассоциациями по итогам нашей совместной проектной деятельности с Фондом развития промышленности мы проанализировали результаты 2021 года и наметили план сотрудничества на 2022 год. И в частности, хотел бы, пользуясь случаем, проинформировать, что в нынешнем году ФРП запускает 3 новых программы, из которых для вас, Константин Анатольевич, я думаю, особый интерес будет представлять программу производства компонентной базы для колесных транспортных средств и специализированной техники, которая нацелена на реализацию проектов по созданию серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и спецтехники, увеличения масштаба выпуска автокомпонентов. И раз уж мы написали в профиле, что для меня явилось полным сюрпризом, что я являюсь членом экспертного совета Фонда развития промышленности, вот по я-то это знал, я не знал, что это будет опубликовано вначале. Вот в этом был сюрприз. Так вот, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Николаевич Катырин подписал ряд благодарственных писем целому ряду руководителей наших комитетов и советов за большой личный вклад в подготовку и реализацию инвестпроектов совместно с Фондом развития промышленности и региональными фондами в 2021 году. И сейчас я хотел бы, второй раз, наверное, слово не дадут, хотел бы, пользуясь случаем, вручить эти благодарственные письма Разбродину Андрею Валентиновичу, председателю комитета ТПП РФ по предпринимательству текстильной и легкой промышленности, президенту Российского союза текстильной и легкой промышленности. Я надеюсь, что и для них это тоже будет сюрпризом. И Гамзеев Владимиру Андреевичу, председателю Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Сразу хочу сказать, чтобы интриги не было, Константина Анатольевича мы тоже наградили, но решили, там немножко другая формулировка, и вручим в новой, более торжественной еще обстановке. Большое спасибо за внимание.